Мудрецы говорили, тот, кто открывает Шива Пурана без подготовки, услышит просто слова, но не смысл. Именно поэтому перед самым повествованием стоят две главы о том, как подготовить свой ум, сердце и пространство, через которые нужно пройти, прежде чем откроется главное. Это настройка восприятия, внутренний вдох перед молитвой. Но сегодня, конечно же, не требуется повторять точные древние обряды, о которых вы услышите в этой серии. Важно другое – создать свой собственный маленький ритуал перед каждым слушанием Шива Пурана. Что-то простое, но искреннее действие, которое становится знаком уважения и благодарности. И когда вы выполняете его каждый раз, Вселенная чувствует этот ваш жест. Вы посылаете намерение, а в ответ она раскрывает вам сакральный смысл этого древнего текста. Поэтому эти две главы решают, услышите ли вы обычную историю или услышите истину. Но перед началом, как всегда, наш маленький ритуал благодарности. Пожалуйста, оплатите свою дакшину, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так энергия знания продолжит движение и вернется вам во благо. Этим действием вы поддерживаете пространство ведической мудрости. Дайте свету знания возможности коснуться тех, кто этого по-настоящему желает. Правило слушания Шива Пурана. Шаунака сказал: «Почтение тебе, о Сута, о могучий разумом ученик Вьясы. Благословен ты, и среди преданных почитателей Шивы ты первый. Добродетели твои достойны всяческой хвалы. Расскажи мне, пожалуйста, о правилах слушания Шива Пурана, следуя которым слушатель обретет все высочайшие плоды». Сута сказал: «О мудрец Шаунака, я расскажу тебе правила слушания Шива Пурана, с тем, чтобы, соблюдая их, можно было бы обрести всю полноту плодов этого слушания. Домохозяин должен пригласить астролога и оказать ему радушный прием, чтобы тот определил день, благоприятный для начала чтения, и весь ритуал можно было бы довести до конца, без препятствий на полупути. Нужно распространить весть по всем окрестностям, что скоро начинаются благоносные беседы, и все, кто желает блага, могут прийти. Женщины, шудры и прочие, кого обычно не допускают до святых чтений, и кто оказывается в стороне от воспевания славы Господу Шивы, также пусть присутствуют на этих чтениях и тем самым получают некоторое духовное просветление. Где бы поблизости ни жили преданные почитатели Шивы, жаждущие слышать воспевание его славы, их также следует пригласить, оказав должное почтение. Таким образом, чтобы послушать чтение Шива Пурана, соберется великое дивное собрание святых людей. Обращаться ко всем следует следующим образом. «Извольте же все с преданностью присоединиться к нам, чтобы с должным почтением вкушать сладчайший сок Шива Пурана. Если у вас нет достаточно свободного времени, благословите, пожалуйста, собрание хотя бы на один день. Приходите во что бы ни стало, хоть ненадолго, хоть на какое-то время. Итак, всех следует принять со смирением. Те, кто придет, нужно оказать гостеприимство во всех отношениях. Следует выбирать наилучшее место для чтения Шива Пурана. Оно может находиться в храме Шивы, в святом месте паломничества, в саду или в частном доме. Площадку, где будет проходить чтение, следует вычистить. Нужно украсить ее металлическими принадлежностями, сопровождая это всем полагающимся торжествами. Все убранства должны быть божественно изысканными и нести усладу, удовлетворяя различным эстетическим вкусам. Следует удалить весь мусор, и все ненужные вещи надо спрятать в углу вдали от людских глаз. Следует соорудить высокий помост и богато украсить его срезанными банановыми стеблями. Над всей площадкой нужно натянуть балдахин. Надо не скупясь использовать фрукты и цветы. По 4 сторонам следует установить флаги и вывесить полотнища. Их нужно расположить таким образом искусно, чтобы они радовали каждого. Следует устроить сиденье для Шивы высшего духа. Нужно также приготовить удобное сиденье для самого чтеца. Нужно выделить хорошие места для постоянных слушателей, которые приличествовали бы их положению. Для прочих случайных слушателей надо отдельно приготовить места обычной ступени удобства. Люди должны пребывать в столь же радостном расположении духа, как на свадьбе, оставив все мирские заботы и тревоги. Пусть сам чтец сидит лицом на север, а слушатели на восток, при этом допускается сидеть со скрещенными ногами.
Или пусть чтец сидит лицом на восток, как совершивший поклонение. Или пусть рассказчик и слушатель сидят лицом друг к другу. Когда знаток Пуран выступает в роли рассказчика, пусть он не кланяется никому до тех пор, пока не завершит чтение. Ученый, сведущий в Шива-Пуране, будь он мальчик или юноша, старик, мудрец или слабый, болезненный человек, достоин почтения от всех тех, кто стремится обрести духовную заслугу. Пусть никто и никогда не проявляет неуважения, ровно как недооценивает ученого-знатока Пурана. Речь, исходящая из его уст, значит для всех людей не менее, чем божественная корова Камадхена. Много кому, либо по праву рождения, либо вследствие их качеств, можно применить понятие гура, старейшина, наставник. Среди них величайший гура – ученый-знаток Пуран. Кто может быть гура более великим, чем человек, который дарует высшее освобождение тем, кто впал в уныние вследствие миллионов рождений? Пусть человек, который берется рассказывать это повествование, очищающее от греха, будет сведущ в Пуранах, чист, искусен, умиротворен, кроток, праведен, сострадателен и красноречив. Пусть мудрый рассказчик начинает свое чтение Шива Пураны на рассвете и старательно продолжает в течение 2,5 прахар. Не следует рассказывать это повествование в присутствии мошенников, порочных людей, зарабатывающих себе на жизнь нечестным путем, и тех, кто любит состязаться с другими в публичных диспутах. Не следует устраивать беседы по этому священному повествованию там, где нет отбоя от порочных людей, или где вокруг множество воров, или в доме мошенника. В полдень рассказчик должен делать перерыв длиной в мухурту 48 минут, чтобы отправить естественные надобности. У рассказчика должно быть особое выделенное время в день перед началом чтения, чтобы исполнить свои обеты. В течение дней, пока будет продолжаться чтение, пусть он исполняет свои ежедневные религиозные практики в сокращенном виде. Рядом с рассказчиком должен сидеть другой ученый, равно сведущий в Пуранах, чтобы помогать ему. Он должен быть достаточно знающим, чтобы рассеивать сомнения и жаждать просвещать людей. Чтобы устранить все препятствия чтениям, следует совершать поклонение Гананатхе. Также нужно благоговенно почитать владыку всего повествования Шиву и книгу о нем Шива Пурана. Слушать повествование Шива Пураны следует с величайшим вниманием. Слушатель должен быть разумен, чист умом, радоваться в сердце и следовать религиозным предписаниям. Если либо рассказчик, либо слушатель слишком увлекается посторонними делами, является жертвой любого из 6 главных омрачений, таких как вожделение, гнев и так далее, испытывать страсть к женщинам или придерживаться ложных воззрений, он не обретет никаких заслуг. Если кто-либо чистым умом, отбросив все заботы, связанные с мирскими делами, богатством, домом и детьми, сосредотачивает все свое внимание на повествовании, ему обеспечены величайшие плоды. Слушатели, наделенные верой и благочестием, которые не увлекаются со страстью посторонними делами, умиротворены, чисты и обуздали свою речь, приобретают великую заслугу. Если это повествование слушают низкие люди, нечестивые по характеру, они не приобретают из этого никакой особой заслуги. Их ждут несчастья и рождение за рождением. Те, кто не почитает эту Пурану посредством даров, соответствующих их возможностям, просто глупцы. Даже если они слушают это повествование, они не очистятся от греха, они впадут в бедность. Те, кто покидает собрание посередине чтения, ждут пагубные последствия. Они потеряют своих жен и богатство в разгаре наслаждения. Дети и потомки людей, которые присутствуют на чтениях с покрытой головой, становятся грешниками и оскверняют весь род. Людей, которые во время чтения жуют листья бетеля, слуги ямы в аду заставят есть их собственный кал. Те, кто слушает это повествование, не предлагая поклонов рассказчику, сначала низвергаются в ад и, перетерпев адские муки, вновь рождаются в виде деревьев Арджуна. Те, кто, не будучи больны, слушают это повествование лежа, низвергаются в ад, а затем перерождаются в виде питонов. Те, кто слушает это повествование, сидя на том же уровне, что и сам рассказчик, берут на себя такой же грех, как осквернить ложе своего наставника, и извергаются в ад. Те, кто дурно отзывается о рассказчике или об этом священном повествовании, перерождаются в виде собак и в течение сотни рождений влачат свое жалкое существование. Те, кто во время чтения начинает спорить и возражать, извергаются в ад
и, потерпев адские муки, вновь рождается в виде ослов. Те, кто никогда не слушает это повествование, очищающее от греха, извергаются в ад. Перетерпев адские муки, они вновь рождаются в виде диких свиней. Негодяи, которые мешают чтению, извергаются в ад. Перетерпев адские муки, и в течение миллионов лет они вновь рождаются в виде домашних свиней. Уяснив себе все это, пусть слушатель всегда будет чист, предан рассказчику и достаточно разумен, чтобы слушать это повествование с преданностью. Чтобы устранить все препятствия слушания, вначале надо совершить поклонение Господу Ганеше. Каждый день в конце чтения следует выполнять сокращенные искупительные обряды, чтобы загладить вину за возможные ошибки и изъяны. Пусть человек совершит поклонение 9 планетам вместе с их божествами в порядке Сарватабхадра. Пусть он поклонится книге Шива Пурана согласно обрядам почитания Шивы. В заключение поклонения пусть он, смиренно и благочестиво, сложит ладони в почтении, вознесет молитвы книги, рассматривая ее как неотличимую от самого Шивы. Ты, достопочтимая Шива Пурана, есть видимый Махешвара. Принимая тебя ради слушания, будь милосердна ко мне. Ты должна исполнить мое желание. Вот оно. Пусть твое чтение будет беспрепятственно доведено до конца. Я тону посреди океана мирского бытия. Пожалуйста, вызволи меня из него. Меня, жалкое существо, которое схватили за руки крокодилы карма, мирской деятельности. О, Шанкара, я твой раб. Вот как словами, взывающих к милосердию, пусть домохозяин помолится Шива Пуране, рассматривая ее как неотличимую от самого Шивы. Затем пусть он начнет совершать поклонение рассказчику. Пусть он точно таким же образом, как и в случае поклонения Шиве, почтит рассказчика, порадов его посредством цветов, одеяний, украшений, благовоний, лампад и так далее. Пусть он в присутствии рассказчика примет обет следовать правилам, указанным выше, и с чистым умом, насколько позволяют его силы, соблюдать все ограничения вплоть до того, как не закончится само чтение. Молитва. О величайший из рассказчиков, неотличимый от Вьясы, сведущий в священных книгах Шивы, светом этого повествования рассей, пожалуйста, мое неведение. Пусть он пригласит 5 брахманов, если может, или, по крайней мере, 1 брахмана, чтобы они начитывали Шива Панчара мантру. О, мудрец, я рассказал тебе правила слушания этого повествования в духе преданности, а также те, что касается действия благочестивого слушателя. Что же ты еще желаешь услышать? Различные предписания и запреты для тех, кто приступает к слушанию Шива Пураны как обряду, а также правила поклонения рассказчику. Шаунака сказал: «О Сута, великий разумом Сута, ты величайший среди преданных почитателей Шивы и самый благословенный. Ты поведал этот удивительно благоприятный рассказ. О мудрец, на благо всему миру, опиши мне, пожалуйста, правила, которые должны соблюдать те, кто совершает обряд слушания Шива Пураны». Сута сказал: «О Шаунака, слушай с преданностью правила для таких людей. Если ты слушаешь это величайшее повествование, соблюдая должные правила, ты обретешь высочайший плод, и в достижении его тебе не встретится никаких препятствий. Люди, у которых нет посвящения, не имеют права слушать это повествование. Поэтому те, кто желает слушать, о мудрец, должны получить посвящение у рассказчика. Пусть верующий, который приступает к этому обряду, принимает пищу только по окончанию ежедневных чтений. В течение этих дней он должен хранить целомудрие, брахмачарью. Он должен спать на земле и есть только спатравали. Это несколько листьев, сшитых вместе и используемых в качестве тарелки. Пусть человек, у которого достаточно силы, полностью воздержится от еды, пока не завершится чтение всей Пураны, и слушает высочайшую Шива Пурану с великой преданностью и чистотой в сердце. На всем протяжении чтения он может пить только молоко или кхи и слушать повествование с великой радостью. Он может питаться только фруктами или есть 1 раз в день, или воздержаться даже от этого и непрерывно продолжать обряд слушания. Или он может 1 раз в день принимать хавишьяну и продолжать исполнять обряд. Питаться нужно так, как это будет наиболее удобно, но обряд слушания следует продолжать, не отвлекаясь ни малейшим образом. Если можно слушать без помех, пусть верующий принимает пищу. Если полный пост препятствует слушанию, он не рекомендуется. Пусть домохозяин, соблюдающий обряд, воздержится от тяжелой, трудноперевариваемой пищи.
например, такой пищи, как из бобовых, пищи несвежей, оскверненной, баклажанов, тыквы, редиски, кокосовых орехов, чеснока, лука, асафетиды, опьяняющих напитках и всех видов мяса. Пусть он избегает 6 главных омрачений, таких как вожделение, гнев и так далее, не относится свысока к брахманам и не вынашивает злых умыслов в отношении праведных женщин и добродетельных мужчин. Пусть он не смотрит на женщин, находящихся в менструальном периоде, и не разговаривает с падшими людьми, ровно как с ненавистниками брахманов и неверующие в Веды. Пусть домохозяин практикует и строго следует таким добродетелям, как честность, чистота, милосердие, воздержание в речи, прямота, смирение, великодушие и так далее. Домохозяин может слушать это повествование, лелея в уме любое определенное желание, или оставаясь полностью свободным от желаний. Пусть это несравнимое повествование слушает бедняк, больной чехоткой, грешник, неудачник и человек, у которых нет детей. Пусть это повествование слушает 7 видов неблагих женщин, таких как женщина, у которых только один ребенок, и женщина, страдающая от выкидышей. О, мудрец! Все, будь то женщина или мужчина, должны предписанным образом слушать повествование Шива Пураны. Дни, когда проходит чтение Шива Пураны, нужно считать в высшей степени знаменательными, вплоть до того, что приравнить их к десяткам миллионов жертвоприношений. Дары, должным образом преподнесенные в эти величайшие дни, даже если их количество очень скромно, принесут огромное благо. Исполнив таким образом обряд и прослушав это великое повествование, пусть процветающий домохозяин радостно совершит ритуал Удьяпана в завершении всей церемонии. Обряд Удьяпана равен по важности обряду Чудардаш, который выполняется на 14-й день каждого лунного месяца. Богатые люди, которые желают обеспечить себе благие плоды чтения, подобным же образом должны совершать его. Неимущие и преданные почитатели Шивы обычно не совершают обряд Удьяпаны и не нуждаются в этом. Они очищаются от греха одним лишь слушанием. Истинные преданные почитатели Шивы свободны от желаний. После того, как праздничные церемонии жертвоприношения чтения Шивы Пураны завершатся, пусть слушатели совершат поклонение. Правильное поклонение, о мудрец, следует совершать перед книгой Шива Пурана, таким же образом, как проводится поклонение Шиве. Следует поднести новый отрез превосходной ткани, чтобы обернуть книгу и крепко шелковой веревкой перевязать ее. Те, кто преподносит Шива Пуране шелковую веревку и новую ткань, становятся йогинами, наделенными знаниями во всех рождениях, которым им еще предстоит принять. Особо необходимо преподнести множество видов ценных вещей, таких как ткани, украшения, сосуды и много другого богатства рассказчику. Те, кто преподносит ковры, оленьи шкуры, ткани, высокие кушетки и подставки для томов Шива Пурана, достигают небес, обретают все желаемые наслаждения, пребывают в мире Брахмы в течение кальпы, то есть космического цикла, и в конце концов достигают мира Шивы. О величайший среди мудрецов, совершив согласно предписаниям поклонение книге, а также с большой пышностью почтив рассказчика, следует должным образом точно так же почтить ученого, назначенного помощником рассказчику, но преподнеся ему меньшее количество денег. Следует раздать пищу, денежные пожертвования и так далее всем брахманам, удостоившим чтения своим присутствием. Следует устроить великое праздничество с вокальной инструментальной музыкой и наполнением танцев. Пусть слушатели постепенно расходятся, и следующий день, о мудрец, нужно особо выделить для чтения Святой Гиты, рассказанной Шивой Рамачандре. Если слушатель – домохозяин, он должен совершить хому с чистым хави, священным ги, чтобы успешно завершить обряд. Следует сопровождать хому, то есть чтением Рудра Самхиты или каждого стиха Гаятри, ибо в действии эта Пурана торжественна ей, или коренной мантры Шивы, состоящей из 5 слогов. Если он не имеет права совершать хому, пусть он сделает подношение маслом хи брахману. Чтобы исправить все изъяны, вызванные упущением необходимых действий или совершением излишних действий, пусть он с преданностью читает или слушает 1000 имен Шивы. И так несомненно, что все принесет свой плод, и этот плод будет высочайшим, потому что в 3 мирах нет ничего выше этого повествования.
Пусть он, домохозяин, угостит 12 брахманов особым кушанием с молоком и медом. Чтобы довести обряд до полного совершенства, он также может дать им дакшину, пожертвование. О мудрец, если у него есть возможность, он должен взять 3 палы золота и сделать из них изображение льва, на котором либо выгравировать название этой Пураны, либо прикрепить ярлычок с названием этой Пураны. Он должен почитать своего наставника, полностью обуздавший себя, дарами в виде ткани, украшений, благовоний и так далее, и передать их ему для служения Шивы. О Шаунака, благодаря этому дару и Шива Пуране он непременно обретет благословение Шивы и освободится из рабства мирского бытия. Если выполнить эти обряды Шива Пурана, дарует совершенный плод и мирское наслаждение и освобождение. Итак, я поведал тебе о величии Шива Пураны, которая одаривает каждого тем, что он желает. Что ты еще хочешь услышать? Шива Пурана выделяется среди всех Пуран. Она в высшей степени дорога Шиве. Он устраняет все недуги мирского бытия. Те, кто всегда погружены в медитацию на Шиву, чьи языки прославляют божественные качества Шивы и чьи уши внимают повествованию о нем, пересекают океан мирского бытия. Я ищу прибежище в Шиве, великом, исключительно наивысшем блаженстве. Шиве, чей образ не могут затронуть 3 гуны. Шиве, который проявляет себя внутри и вне этого мира, внутри и не в душе каждого живущего существа. Шиве, чей образ препятствует различные видоизменения в наших умственных концепциях и словесном выражении. Пусть каждый звук, исходящий из Шива Пураны, несет вам очищение и свет. Подпишите, чтобы не потерять нить этой судьбы, ведь каждая новая серия делает вас ближе к свету. Индавания – пространство ведической мудрости, место вашей силы. До новых встреч!